Всем привет! Печем с вами медовик без яиц. Если у вас аллергия на яйца, а вы любите медовик, то этот рецепт как раз для вас. Я думаю, что он вам понравится. Коржи получаются очень мягкие, сочные, пропитанные и не особо отличается от классического медовика. Я думаю, что вы даже не совсем заметите разницу. На слабом огне разогреваем сливочное масло с медом до тех пор, пока масло не растает. После того, как растаяло масло, добавляем соду и перемешиваем хорошо, интенсивно, чтобы она вся погасилась. Вы увидите, когда уже начнутся такие густая пена образовываться. Во-первых, это будет говорить о том, что у вас хороший качественный мед. Во-вторых, это говорит о том, что сода вся погасилась. Снимаем с огня мед с маслом и добавляем муку, замешиваем тесто. Перемешиваем венчиком, так как все горячее. Муку всю не ложите сразу, ложите постепенно, хорошо перемешивайте, чтобы оставьте тесто пока жидковатым. Потом в дальнейшем уже добавите всю муку. Я вот добавила всю муку, и смотрите, какое получилось густое, поэтому советую всю муку сразу не добавляйте, пусть тесто будет жидким немножко. Я перемолола бананы погружным блендером, теперь миксером перемешиваю бананы с сахаром. Бананы у нас вместо яиц, поэтому хорошо перемешиваем, и дальше эту смесь мы будем добавлять в наше тесто. Продолжаем дальше работать с тестом. Добавляем бананы с сахаром и перемешиваем. Вот, мне сейчас будет, конечно, неудобно это все делать, так как, опять же, повторюсь, я добавила всю муку сразу. Вот, поэтому советую ее всю не добавляйте, пусть она будет жидким, чтобы удобно было смешивать две смеси вместе. А потом уже оставшуюся муку под конец можно потихонечку добавить и перемешать хорошо тесто до однородной консистенции. Вот такой консистенции должно получиться у нас тесто. Теперь переливаем все тесто в противень и отправляем в духовку на минут 15. Все зависит от вашей духовки. Вот такой вот корж получается. Теперь обрезаем края. В дальнейшем они нам нужны для посыпки. Поэтому ровненько обрезайте. У меня, так как я делаю торт в 2 раза больше, у меня 2 коржа получилось. А у вас должен получиться 1 корж. Вот такой вот получился пористый корж. Теперь разрезаем коржик вдоль, чтобы у нас должно получиться 2 половиночки. Теперь приступаем к крему. Взбиваем миксером на средней скорости охлажденные сливки вместе с сахарной пудрой. Взбиваем где-то примерно минут 10 до устойчивых пиков. Tonight, I'm wide awake.
Теперь смешиваем сметану со сливками. Холодную сметану, тоже она должна у нас стоять в холодильнике, пока мы все это делаем. Постепенно перемешиваем аккуратно, не надо взбивать. Просто перемешиваем лопаточкой сметану и сливки. Will you set me free? There's nowhere I can go inside my head. There's no place left to hide where your memory and found me at. Tonight, 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 there's nothing left to dream. Дальше добавляю ванильный экстракт. Так как у меня 2 порции, я добавляю 2 чайные ложки, а так идет сюда на 1 порцию 1 чайная ложка. Дальше смотрите, если у вас нет экстракта, добавьте немножечко ванили самой. Перед тем, как мазать кремом, нужно пропитать коржи. Любой можно взять сироп, нейтральный сироп, без каких-либо ярких вкусов, разбавить водой и смочить коржи. Если нету сиропчика, то можно просто воду с сахаром. И мажем коржи кремом. Крема не жалейте, чем больше крема, тем вкуснее будет торт и более такой насыщенный, потому что этот крем очень вкусный, пробуйте. Вот, поэтому не жалейте крем. Его хватит и даже должен остаться. And I'm tired of feeling like a secret I can keep. I'm letting it go. Теперь измельчаем наши обрезки в крошку. Смотрите, эти коржи липкие, поэтому, когда вы будете измельчать в крошку погружным блендером, старайтесь не сдавливать их, потому что они склеиваются. Теперь осталось нам обсыпать наш торт. И все, торт готов. Убираем его в холодильник часов на 5, чтобы он хорошо весь пропитался. Ну вот, наш торт готов. Надеюсь, вам понравится такой рецепт медовика. Делитесь в комментариях о своих вкусовых ощущениях. Спасибо за просмотр.